В 2008 году небезызвестная троица в лице Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя пересекла Вьетнам. Их путь начался с города Хошимин, он же Сайгон, до северной части страны, бухты Халонг. Когда я увидел этот выпуск, я загорелся идеей, что я хочу так же. И сейчас я предлагаю вам отправиться вместе со мной в путешествие по всему Вьетнаму. За следующие 15 дней нам с вами предстоит пересечь весь Вьетнам, от шумного Сайгона до улиц Ханоя. Более 2000 километров дороги. Нас ждут горные перевалы и рыбацкие деревни, тропические ливни и палящее солнце. Мы поговорим с удивительными людьми и услышим истории, которые помогут вам взглянуть на Вьетнам по-другому. Но тогда я еще не знал, что ждет меня впереди. Это мотоцикл Honda XR 150L. Именно его я выбрал для путешествия через всю страну. Хошимин, он же Сайгон, адский бурлящий котел, крупнейший город Вьетнама, где количество байков на улицах превышает количество жителей. Город французской архитектуры, тесно сплетенный с небоскребами и современными зданиями. Торговая и экономическая столица страны. Город, откуда начинается мое путешествие. Я волнуюсь, говорю, если честно. Я ни разу не ездил по городу на мотоцикле, тем более в таком потоке. И с одной стороны мне было страшно, с другой я скорее хотел попробовать выехать на дорогу. Однако предстояло разобраться с одной проблемой. Так, а как его заводить? Слушай, а как его заводить, Дань? Так, зажигание включено. Да, дальше. Сцепление выжил. Выжил, да. Сюда нажал. И, наконец, разобравшись с управлением, я выехал на дороге Сайгона. Как поворотники включать, я не знаю, вот в чем беда. Надо будет спросить об этом, что-то я как-то не подумал. А где задние тормоза, я правда не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Страшно сейчас было. Как тормозить, непонятно. По-моему, вот так. Ой, я и дергаюсь. Как будто бы норм пока. Но опять же, тут не плотный трафик. Как я буду себя чувствовать, когда будет... Вы поняли, о чем я говорю, я не знаю. Как снимается эта штука? Как снимается эта штука, правда? Я не могу ее. Я тебе рассказывала. У тебя вот эта вот коротенькая штучка. Вот. За нее тянешь. Понятно. В общем, байк good. Я не знаю, где задние тормоза. Я искал их ногой, их как будто тут нет. То есть Потому что ты искал их вон там, а они вот там. нет. Сначала кажется страшнее, чем есть на самом деле. Не так страшно, учитывая, что это была моя первая поездка по городу на мотоцикле вообще. Вообще, арендовать такой мотоцикл не то чтобы просто. Все потому, что Вьетнам — страна скутеров. Скутеры преобладают на рынке, народ хочет скутеры. Скутеры классные, скутеры удобные, у скутера много места, куда можно что-то между ног положить, посадить ребенка, повезти, поэтому скутеры преобладают. Это Семен, мотопутешественник, основатель мотошколы. Они даже мотоциклы делают немного в стиле скутеров. Поэтому, если вы хотите взять в аренду мотоцикл в одном городе, а вернуть в другом, Style Motorbikes чуть ли не единственная компания. Плюс в том, что здесь можно взять любой мотоцикл на любой вкус, в том числе и высококубатурный, чего, в Вьетнаме практически нет. Ссылку я оставил в описании. Мы оседлали мотоциклы и направились в сторону Далата, живописного горного города. Дорога была непредсказуемой и сложной. Множество мотоциклов и машин внезапно появлялись из ниоткуда, заставляя постоянно быть начеку. Выбраться из города оказалось отдельным испытанием. Хошимин не спешил нас отпускать. Его бесконечная агломерация растянулась на десятки километров. Я рассчитывал, что уже через час трафик начнет редеть, но этого не случилось. Пыль стояла в воздухе, выхлопные газы от количества транспорта жгли горло, а дорога становилась все тяжелее с каждым километром. В какой-то момент стало ясно — сегодня мы до Далата не доберемся. Невероятное ощущение чувствовать себя в этом рыбьем потоке. Ты будто как единый организм со всеми вот этими вот вьетнамцами вот так плывешь и в какой-то момент ловишь кайф. Я часто студентам рассказывал о том, что местный поток, он похож на косяк рыб. То есть они плывут в своем направлении, тебе нужно стать частью этого косяка. Как только ты становишься его частью, ты начинаешь видеть место для следующего шага. Вадим, как твои ощущения? Да, пишет. Нормально. Ну, конечно, сомнительная авантюра. Я согласен. Одним словом, авантюра. Мне не нравится ехать. Как это может нравиться? Классно, ты едешь в поток. А тебе не нравится? Нет. Вообще не нравится? Пока так себе. Ощущение серьезно. Я не хочу так ехать 2000 километров.
За первый день мы проехали всего 90 километров. Это катастрофически мало. На ночевку мы остались в неизвестном городке. И это самое время вас познакомить с моими спутниками – Настей, Даней и Вадиком, без которых мое путешествие было бы в разы сложнее. Оказывается, ночью мы приехали в какую-то католическую общину. И если это община, и вот прям вот в этой большой церкви проходит учеба детишек. А еще я был удивлен, что католицизм во Вьетнаме – это второе по величине религиозное общество, 5-е место в Азии по числу католиков. Но вот на первом месте стоит предкопоклонение. Здесь популярно предкопоклонение. Большая часть населения, они атеисты, но по факту это предкопоклонение. Дома у людей алтари, где стоят фотографии предков. Каждые 2 раза в месяц на новолуние и полную луну надо обновлять цветы, подносить еду, зажигать благовония, молиться и так далее. Я в какой-то момент хотела себе алтарь. Это Настя. Живет и изучает культуру Вьетнама уже 8 лет. Но мне сказали, что я не могу просто так пойти и купить себе алтарь. Его должна выбрать бабушка семьи и прийти еще осветить, чтобы я могла у себя дома держать алтарь. Его нельзя держать пыльным, то есть его надо убирать каждый день, на праздники вообще вымывать, обмывать. И я так поняла, что это пока мероприятие не для меня. Мы как-нибудь потом вернемся к этому вопросу. Сегодня мы были настроены решительно. До Далата нужно добраться во что бы то ни стало. До цели оставалось чуть больше 200 километров, и это кажется, не таким уж большим расстоянием. Но на мотоциклах, в хаотичном потоке, где еще и как таковых правил не существует, эти 200 километров превращались в неплохое такое испытание. Тут говорят так: твоя задача — смотреть, что впереди. Ты не волнуешься о том, что сзади. То есть, если тебе надо повернуть налево, это проблема того, кто сзади тебя. Не будь уж совсем плохим человеком, включи поворотник хотя бы. Единственное, кого я боюсь — грузовики. Первое очередное — это, конечно же, слепбасы, то есть огромные автобусы, грузовики, фуры, которые обгоняют по встречке. И в целом это будут делать не только фуры. Здесь это работает таким образом. Встречная полоса, она как бы твоя, но если я кого-то обгоняю, то ты как бы узенький, можешь и подвинуться, не обломаешься. Это работает таким образом. Поэтому, когда ты будешь ехать по пустой дороге, навстречу тебе будет ехать машина, у тебя пустая, чистая, классная дорога, и внезапно машина, обгоняющая ее, вылетит навстречу и поедет на тебя, не удивляйся, просто сбавь скорость и подвинься чуть-чуть в сторону. Сначала все кажется не таким уж и опасным, но есть пару «но». Во-первых, через экран все выглядит гораздо спокойнее. Камера не передает ни скорости, ни расстояния, ни того напряжения. А во-вторых, если бы мы были за рулем полчаса, то да и ладно. Но когда ты целый день ведешь мотоцикл в непривычных условиях, когда каждая секунда требует концентрации, когда будто бы каждый из участников движения почему-то хочет в тебя врезаться, то становится, знаете, сложнее ехать. Концентрация нужна просто нереальная. Люди едут по встречке. И причем со встречки выезжают что с правой стороны, что с левой. Контролировать на дороге все действительно сложно. Если как-то одним термином очень точно описать, что здесь происходит на дорогах, то это правило горнолыжного склона. То есть тот, кто сзади, он следит за всем, что делает человек спереди, и, собственно, несет за это ответственность. Они очень внимательны к тому, что происходит вокруг, в большинстве своем. Они искренне не планируют делать ерунду. Например, она ведет, не смотрит никуда, и если вы столкнетесь, и ты начинаешь говорить: так, ты на красный проехал, они искренне извиняются, потому что они в моменте об этом не думали вообще. То есть у них нет такого, что «О, мне надо проехать на красный». Нет, они такие: я еду, точка. И когда ты их ловишь и говоришь: «Воу, ты не прав», они действительно извиняются, потому что у них просто в голове где-то не было отмечено, что я делаю неправильно. Самая главная черта вьетнамцев, как и всех азиатов, если честно, это однозадачность, то есть нежелание утруждать себя чем-то еще. Это Сергей, лучший гид по Вьетнаму. Это распространяется на всю сферу жизни, на все, что делает этот человек. Соответственно, лишний раз о чем-то подумать перед тем, как что-то сделать, это, скорее всего, нет, чем да. У них все на импульсах делается. Сейчас встречек нет, можете обгонять прям смело, ребята. Спокойно обгоняй, только под газом.
Прям газуй, газуй, газуй. На нашем пути было одно красивое место, где мы решили отдохнуть. Включение с водопадов Дамбри. Они там. Мы отдыхаем, сидим и ничего не делаем. Пока мы находимся в южной части Вьетнама, то озвучим особенности менталитета этого региона. И он отличается от того, что нас будет ждать на севере. Что на юге творится, оно еще под влиянием Запада, да, так или иначе Франции, так или иначе в каком-то периоде времени Америки, оно более прогрессивное в каком-то смысле. То есть это какие-то повестки нынешнего мира, допустим, да, они там проявляются в большем варианте и быстрее усваиваются, и быстрее приживаются, и, соответственно, оттуда начинаются всякие повестки, которые связаны с, например, экологической обстановкой, да, в стране, там, и вообще в целом веяниями в мире. И, например, наряду с этим всем там же, оттуда же идут и всякие такие вещи, как однополые браки, равенство там, и так далее. То, что вот у нас декламирует, допустим, ну, там, западная часть мира, назовем это так. Семен сказал, ночью не ездить. Еще 80 километров до Далата. 1,5 часа езды. 2 это что? Час 41 даже пишет, но это фактически все 2 для нас. Я могу сказать, что болит, но вы и сами знаете, что. Спина. Поздним вечером, ближе к ночи, мы добрались до Далата. Далат — это туристический курортный город. Климат хороший, люди добрые и существует красивый пейзаж. Это госпожа Дан Квьет Нга. Нга, кстати, переводится как «Россия». Она вьетнамский архитектор, получила образование в Московском архитектурном институте. Известна тем, что построила так называемый Crazy House или сумасшедший дом. Это здание часто входит в рейтинги самых необычных зданий мира и, вероятно, является главной архитектурной достопримечательностью Далата. Сумасшедший дом — это окружающие жители называют. Не похоже ни на какого сооружения. Crazy House построен в стиле органической архитектуры с элементами экспрессионизма. Он отвергает прямые линии и привычную геометрию. Хан Нга стремилась соединить природу и архитектуру. Мы хотели привести людей к природе, чтобы люди полюбили и жили вместе с природой. Защитить ее, любить и защитить. Несмотря на свой сюрреалистичный облик, это действующий отель. Внутри тематические комнаты, узкие переходы, лестницы и мосты. Нас сделали отель для ночевания туристов. 2 дерева состоят из 10 номеров. И сделали это центральный дом для меня. Но прежде чем этот дом стал узнаваемым, были трудности, скажем так, с менталитетом вьетнамцев. Да, сначала для вьетнамцев и вьетнамского государства непривычно увидеть очень странную вещь, необыкновенную. Они хотели разрушить, но я написала письмо генеральному секретарю Компартии Вьетнама. Они защитили меня.
Далат называют городом вечной весны, французской архитектуры, городом без светофоров и неофициальной столицей цветов. Сам по себе он довольно камерный. 2-часовой прогулки будет достаточно, чтобы познакомиться с обликом города. Однако рядом есть, например, водопады Пангур и Дантала, чайные и кофейные плантации, клубничные фермы. Кстати, клубнику здесь советую попробовать. О, Далат я люблю, но в Далат я ездила только путешествовать, вот. И, во-первых, мне понравилось, что там чистый воздух, там очень красивые виды, потому что ты живешь в горах. Но сам Далат, он, конечно, довольно маленький, и вокруг него в основном вот фермы какие-то, еще что-то. То есть оттуда привозят цветы, оттуда привозят клубнику. Жить я бы там не осталась, там скучно. Но вот так вот приехать, перезагрузиться от большого города, я думаю, это классно. Обратите внимание, что Настя сказала фразу про чистый воздух. Это неспроста. В больших городах Вьетнама большое загрязнение воздуха. Многие вьетнамцы носят маски. Свыше 58 миллионов мотоциклов создают достаточно неблагоприятную обстановку в стране. Добавьте еще миллионы автомобилей, выбросы заводов и фабрик. Я почувствовала загрязнение воздуха через 7 лет. Почему? Потому что я родилась в Челябинске, город заводов. И мне первые 7 лет было нормально. Но вернемся к чистому Далату. Город окружен горами, на одну из которых я решил подняться. На гору Лангбианг. Само место очень красивое. Там очень часто мгла, ну, типа туман такой, там хвойные деревья, там мрачная, серая, дождливая, сырая погода, там прохладно, свежо. Климат совершенно другой. Горы окутаны тучами, прохладно, освежающе, но минус в том, что может пойти дождик. Погода, мeh. Возможно, любителям Питера понравится. Но стоило нам спуститься с горы, как от дождя не осталось и следа. Вообще, Далат лично для меня отличное место, чтобы насладиться чашечкой кофе с видом на город. Следующая точка нашего направления – Нечанг. Дорога стала намного свободнее, ехать было легче и, что немаловажно, намного красивее. Перед нами предстали шикарные виды южной части Вьетнама. Нечанг – это одно из самых криминально опасных мест во Вьетнаме. То есть люди воруют, люди грабят, люди воруют мотоциклы. То есть вплоть до того, что в Нечанге при аренде мотоцикла тебе выдают замочек на колесо, и ты обязательно должен его вешать. Я, честно, не люблю Нечанг. Я там была раза 3, и каждый раз я такая, ой, я больше сюда не поеду. Про Нечанг, мне кажется, знают все. И из-за огромного количества туристов этот город превращается из прекрасного места в прекрасное место, но с нюансами. Готовься к наглым туристам, готовься к свинскому поведению, готовься к огромному количеству русских, пятерочкам, азбуке вкуса, аптеке Степан, парикмахерской Ольга и вот этому вот всему. Готовься к женщинам в купальных костюмах в парео, которые будут орать на вьетнамского продавца, что ей нужно мороженое. Что тебе непонятно? Мороженое. В Нечанге, когда я была, мне понравилось один раз, там была хорошая погода, и я такая, о, а почему я не хотела ездить в Нечанг? И сзади меня матом, громко, на русском языке я такая, вот почему. Русскоговорящих в Нечанге настолько много, что вьетнамскую речь здесь слышишь реже, да и сами вьетнамцы зазывают в разные заведения на русском языке. В Нечанге, да, там точка спауна, там диспенсер всех русских. Адлер менее русский, чем Нечанг. Они туда садятся и потом такие, что-то мне это не нравится, куда я могу свалить и принести свой русский мир вот сюда. Я не один раз в своих видео бухтел про бездумный туризм. Это происходит и в Нечанге. Уважаемые зрители, Нечанг — это прекрасное место. Просто, пожалуйста, ведите себя прилично, адекватно и относитесь с уважением к культуре других людей.
Thầy, có tôi rồi ạ. Ngồi đây tôi sốt quẻ anh hè. В том самом вьетнамском выпуске Top Gear, который меня вдохновил на эту поездку, главные герои исхитрили и воспользовались поездом. Правда, их пункт назначения был город Ханой, и я всего лишь решил пропустить скучную часть нашего пути. И вот как это было. Мы решили сократить путь из Начанга в Дананг, воспользовавшись поездом. Сначала мы не сразу разобрались, куда грузить мотоциклы. Однако все оказалось не так сложно. Отдаешь мотоциклы, говоришь пункт назначения, платишь деньги, отдаешь ключи. И вот, спустя какое-то время комфортного пребывания в поезде с отвратительной едой, ты получаешь свои мотоциклы на станции назначения, упакованные в коробки. За определенную сумму денег вьетнамцы полностью распакуют мотоциклы, но к поездке они все равно еще не готовы. Мотоциклы привозят абсолютно без бензина, и тут подходит человек и говорит, вам нужен бензин, чтобы ехать, и продает его, естественно, дороже. Если вы перевозите мотоцикл на поезде, бензин оттуда сливают, и, возможно, кто-то его сливает себе в карман. Итак, Дананг. Пожалуйста, слово «Дананг» вообще не упоминай в этом видео, чтобы туда никто не ехал, потому что он потихонечку превращается в Ничанг. Дананг — это аналог Ничанга, но при этом без всех атрибутов Ничанга. В целом, да, это хорошее место. У меня такое ощущение, что в Нячанг не особо хотят вкладываться, потому что оно работает. Туда каждый год стабильно приезжает большое количество туристов, туда, там продаются туры, там продается еда, жилье и так далее. Но в Дананг сейчас активно вкладываются, там сейчас дорожает жилье. Но он и интересней. Раз про Дананг мы здесь не говорим, покажу вам то, что находится рядом. И одно из таких мест — Золотой мост. Это то самое место, увидев которое, непременно хочешь попасть туда. Я летел во Вьетнам 2 с лишним года назад из-за этих рук. То есть я увидел и такой... Я до сих пор не был там. Я вот повелась туда и приехала в туман. Я тебе потом скину мои фотки. Я и золотой туман. Рядом с Данангом находится самая высокая статуя богини милосердия, она же Леди Будда. Расположена в большом храмовом комплексе пагоды Линь-Унг, по которому достаточно приятно гулять. Да и вид на сам Дананг открывается красивый. Однако есть один минус. Много туристов, особенно из Китая. Но в целом стоит посетить. Мне нравится, особенно нравится смотреть на горы, которые окутаны облаками. Позвольте в этом красивом месте мне рассказать вам про одну интересную деталь. Вьетнамки очень любят фоткаться, и я просто на них смотрю, мне вот какое-то, знаешь, внутреннее ограничение просто не позволяет. Они приносят целую косметичку, начинают завиваться, они тут сидят, красятся. Я на них смотрю, говорю, девчонки, вы, конечно, шикарны, но я так не могу. То есть я дома подготовлюсь и приду уже, все, давай. Они такие, не-не-не, я приеду страшненько, потому что ветер, байк, все дела. И в кафешках они вот распаковывают, они приносят с собой чемоданы одежды. Меня позвали вьетнамки фоткаться, я такая, ну давайте. Я поехала в одном платье, они все с сумками, по 3 платья переодеваться. Я такая, сегодня я вас фоткаю, я поняла. Именно здесь, среди множества азиатских туристов, я и заметил эту деталь. Но вернемся к статуе, которая смотрит на Дананг с полуострова Сонча. Его еще называют островом обезьян. И думаю, что несложно догадаться, почему. Обезьяны тут, конечно, ужасно наглые, просто подвигают и выхватывают из рук еду.
Центральная часть Вьетнама, по большому счету, представляет тебе все. И курортную свою часть, и историческую часть. Потому что там тоже достаточно много истории. Хотя бы что разделение страны проходило недалеко от Дананга. Столица там была какое-то время рядом, в Хюэ. И это тоже очень важно. И большое количество там порт, влияние разных других культур. И это отражается в архитектуре и во всем. По таким дорогам ездить только сплошное удовольствие. Минимальное количество машин. Ты едешь на этом мотоцикле, и ты видишь все эти красоты. Это, конечно, невероятно, ребят. Недалеко от Дананга есть еще одно интересное место, которое стоит увидеть. Но, как назло, пошел дождь, и нам пришлось купить дождевики. Это первый раз, когда мы попали под дождь в дороге. Скажу вам так, ездить в такую погоду не самое приятное занятие. Как минимум, ниже колен все будет насквозь мокрым. А как максимум, я думаю, понятно. И вот с мокрыми насквозь ногами я приехал в самый масштабный исторический архитектурный парк Мишон, который находится на месте заброшенного храмового комплекса времен королевства Чампа. Этот храмовый комплекс был построен в IV веке. Начиналось его строительство в IV веке. Как вы думаете, какое это удовольствие гулять по многовековым заброшкам? В любом случае, модную фотографию для ваших социальных сетей вы здесь можете сделать. Одно из доказательств того, что когда-то здесь были невьеты. Центральная часть Вьетнама очень сильно и долго и давно связана с влиянием Индии с точки зрения именно паломников, с точки зрения религии. А еще я хотел бы запустить здесь квадрокоптер, чтобы показать, какие красивые вокруг горы и как облака цепляются за них. Вот они там все так вьются красиво. Но во Вьетнаме стали использовать очень много глушилок для квадрокоптеров, дронов. И в целом сейчас, я не знаю, по какой причине борются с этим. Если вы знаете, особенно те, кто живет во Вьетнаме, что произошло, вы можете отписать в комментарии, потому что даже с ввозом дрона у многих людей проблемы. К вечеру мы прибыли в Хайян. Забегу вперед, этот провинциальный город оставил в моем сердце одни из самых ярких воспоминаний. Хайян — это старинные торговые дома, дома китайских общин, пагоды, храмы, мосты. Облик города остается неизменным 17-18 века. Однако толпы туристов, в первую очередь, мне так кажется, едут не на красоту и очарование города посмотреть, а запустить бумажный фонарик и покататься на лодке по реке. Хайян, мне кажется, это больше туристическая история, и для вьетнамцев в том числе. Это исторический город наследия ЮНЕСКО, там очень красиво по вечерам, когда они зажигают вот эти вот огонечки и так далее. Огромное количество мусора от этих свечек, которые они запускают вечером по этой реке, но выглядит очень красиво. Прогулки на лодках, огромное количество туристов. Мне, конечно, говорили о том, что в Хайяне вечером народу много, но я даже не ожидал, что будет такая суета. Людей очень много. Днем все эти улицы, по которым ходят туристы, они пустые. Они, возможно, не такие атмосферные, но зато нету огромного количества туристов. И вот там, кстати, в основном преобладают иностранцы. Вообще выглядит как очень много событий, которые происходят вокруг, и, если честно, даже не понимаю, куда идти, несмотря на то, что все достопримечательности у меня отмечены на карте. Кстати, если вы хотите увидеть все те места, которые видел я, и даже больше, все карты, интерактивные карты у меня есть в телеграм-канале. Хайян также известен как лучшее место по пошиву одежды во всем Вьетнаме за вполне себе приемлемую стоимость. Так сложилось исторически, что в городе много портных, ремесленников, сапожников и других мастеров. И Вадиму это очень понравилось, что он вошел во вкус. Берешь? Yes. Okay, I take
И если вы думаете, что обошлось одной рубашкой, нет. Чем тебе нравится эта сумка? Это сумка из фильмов про Дикий Запад. И все? Да. Из полностью кожи. Да. Ты хотел бы себе такое? Да. Но и это еще не все. Hoi-An is the special, is the tailor. We can do really quick and also good quality. Помимо костюмов тебе могут сшить обувь, сумки, аксессуары, ремни. I think it's all in the world. Sometimes they also could do the same in Hoi-An, but maybe they would take more time to do. But in Hoi-An, we could do like a few hours. We can also do 1 or 2 things, or maybe 1 or 2 days. We can make around more than 10 suits. Поэтому Вадик решил заказать себе вдобавок к купленным вещам костюм. The bottom there is we make tailor take the measurement and all the sample there, and then when people they order things, then we'll bring up here, and then we can do the tailor in all here. 1-2 дня производства, и у тебя готовый костюм. Естественно, я знал еще до приезда в Хайян про пошив одежды. И поэтому у меня была своя грандиозная идея. We have many kind of different material. We have cashmere wool, cashmere silk, wool or linen. Whatever the material customer want, we still have it. And we make everything, suit, winter coat, dress, jumpsuit, anything the customer wants. А я желаю красный кашемировый пиджак, чтобы рассекать в нем по всей оставшейся части Вьетнама, как это делала троица из Top Gear. С меня впервые вообще метки снимают в жизни. Если бы я что-нибудь брал такое себе, вот я бы, наверное, взял себе там вот такие вот ковбойские сапоги с огнем из змеиной или крокодиловой кожи. Вообще, это первый парень на деревне. Да, у меня дома отдельный шкаф, на самом деле, под сапоги с огнем и различные пиджаки. И мой пиджак будет готов на следующий день. А женщина, у которой я взял интервью, это владелица бизнеса по пошиву одежды. И вот было мое удивление, когда я узнал, что женщины во Вьетнаме заправляют всем. В обществе патриархат, безусловно. Но так получилось, что мужчины более инертны. Это, наверное, можно описать нашим таким российской присказкой, это что вдруг война, а я уставший. Вот в этом смысле. Поэтому женщина — это прям трудяга. Мужик, он так, там, чаек попить, значит, трубу покурить. Но женщина выполняет многие-многие функции. И в каком-то смысле получается иногда так, что женщина берет на себя почти, там, все управляющие функции. Мужик, он вот с мужиками пьет пиво, там, ходит на рыбалку, я не знаю, чем-то занимается таким. Здесь в основном, если посмотреть, маленький бизнес на первых этажах держат женщины. Мужчина обычно где-то там сидит, пьет чай, играет в карты, женщина всем рулит, все деньги у нее, она там так, ребенок туда, ты сюда, деньги сюда, все. И еще я заметила, что женщины здесь более агрессивны. То есть, если я, например, поеду и меня там подрежут, я посигналю, мужчина, скорее всего, такой, что-то. Женщина, она еще орать начнет в ответ. Вот. И я довольно часто вижу видео, истории, именно когда женщины выбегают, там, готовы лупасить кого-то, а мужчины, так, нормально. Бабушки на мотоциклах — это еще страшнее, чем все остальные ребята. Они вообще никого не боятся, они уже повидали такого, что они сами тебе расскажут, если что. А теперь вернемся к ночному Хайяну. В Хайяне я впервые увидел жареных скорпионов и вот эту прочую адскую кухню Вьетнама. Давайте про деликатесы. Яйцо балют, яйцо с зародышем. Очень рекомендую. Нет, правда, на самом деле это, это нормально, но есть перепелиные маленькие, есть утиные. То есть я утиные уже не могу есть, мне стало противно, а перепелиные еще можно вкусно. Это тоже в основном северное блюдо, на юге такое редко предлагают. Скорпионы и вот это вот все, это больше туристическая тема. Кузнечиков едят, но тоже редко. Собаки считаются деликатесами в деревнях. Их ставят на свадьбу, на поминки, на праздники. И мясо собаки считается дорогим. Сейчас в городах молодые вьетнамцы, они все чаще отказываются от этого, потому что приходит культура другая, и они уже и собак как питомцев держат, и поэтому для них это, конечно, такое уже. Но в деревнях это все еще остается.
Хайван Пас. Один из самых красивых перевалов во Вьетнаме, а возможно и во всем мире. И как же не в моем кашемировом пиджаке не проехать по нему? Ехать по всем этим красотам на мотоцикле — это сшибательно. Мы продолжили наше путешествие. Сегодня у нас цель простая – ехать столько, сколько позволит дорога, и открывать для себя все, что встретится на пути. И первой такой остановкой стал императорский город Хюэ. Хюэ – это бывшая императорская столица Вьетнама. Здесь сохранились гробницы императоров, дворцы, цитадели, пагоды и вот это все историческое. Для меня этот город оказался тихим и спокойным, скорее всего, потому что я был здесь проездом и не оставался на ночь. Но слышал, что ночью Хюэ далеко не спит, а шумит громкими вечеринками на улицах. Если вам есть что интересно рассказать про этот город, то комментарии всегда открыты. Для меня Хюэ стал местом, где я задумался о том, что, мол, вот, Вьетнам как вроде социалистическая республика, но что-то социалистического, кроме красных флажков, плакатов и пионеров, я вот вообще не заметил. Это неосоциализм, вот так вот его назовем. Ну, потому что прошло достаточно времени уже, на самом деле, с 90-х годов, а точнее, с конца 80-х, начала 90-х, когда социалистическая республика Вьетнам стала на рельсы капиталистической экономики. Поэтому, конечно, социализм, он здесь угасающий. И то, что мы видим в символах по всей стране, и в Ханое больше, потому что это север, это существующее вот это вот собрание. Оно действует все еще по канонам съездов партий, где решается пятилетка. Они объявляют пятилетку, как это было раньше. Точно так же, как и в Российской Федерации, где уже давно не Советы, лежит все еще Ленин. Да, у них лежит Хошимин. Тоже так же тело Хошимина лежит в мавзолее на главной площади. Все то же самое. Это символ, да, который скрепляет у нас общество. А вот еще один символ, который объединяет точно весь Вьетнам. Это их страсть подавать любые напитки холодными и пересахаренными. Я решил заказать себе какао с кокосом. Оно холодное, со льдом, очень сладкое. У азиатов непереносимость лактозы, поэтому они не добавляют молоко, а добавляют сгущенное молоко, потому что лактоза в соединении с сахаром что-то там нейтрализуется, и получается, что они могут это пить. Пришел вот какой-нибудь человек в кафе работать утром, у него есть понятный алгоритм жизни его. Вот ему говорят кофе, значит, кофе идет, у него автоматом рука кладет туда лед, и все, у него по алгоритму жизни заложено. Если мы едем с юга по центр, ты получишь сахар чуть ли не в супе, короче, это обязательная часть, потому что чем южнее, тем слаще. И если он это привык делать, он, даже если ты ему 300 расскажешь, у него, короче, вывести его из состояния его кататонии какой-то, и тогда он только сможет это сделать. И еще есть одна особенность. Мы попытались заказать 2 напитка на одного человека, и для них это тоже что-то невозможное. Как это один человек пьет 2 совершенно разных напитка? И действительно, с чего бы это вдруг мне пить 2 разных напитка одновременно? Раз затронули такие небольшие нюансы, то хочу поделиться с вами еще тем, и скорее всего меня сейчас поймут мотоциклисты, которые не приобрели себе удобный кофр, что постоянно раздражало меня во время всего путешествия по Вьетнаму. А именно, Заматывать все, что ты везешь, вот под это. Чтобы примотать, нужно размотать. Чтобы замотать, потом нужно все это закрепить все этими заклепками, все веревочки. Чувствуешь себя, как, знаете, как бабусечка, которая на рынке. За это время, что я находился во Вьетнаме, я заметил, это, к слову, трудно вообще не заметить, и эту проблему я озвучивал в своем видео про Шри-Ланку, что вьетнамцы много мусорят. Когда в 60-х появился пластик, это было великое благо, потому что дешево,
но никто не задумывался об этой экологии, потому что войны, а потом подъем. Подъем какой? Тебе надо было нацию избавить от голода, развить ее. Вот у них случилось экономическое чудо, но оно началось еще с 86 года, закончилось с 90-х. Потом у них кризис исчезновения главного спонсора, из-за которого они выкарабкались только в 2000-х. И по большому счету они не так давно живут-то хорошо. Их надо перевоспитывать. Это комплексная мера, которая, к счастью, идет со стороны вот Хошимина, Фукуока, острова Кондао, где запрещают пластик уже, где описывают, там что-то объясняют в школах, где там что-то в садиках детям про это рассказывают. Когда начнутся штрафы, сортировка, объяснения и все остальное, и в комплексе это заработает, и 2 поколения вырастут, вот тогда они избавятся от этого. Точно так же, как Китай. Пока да, это прям, ну им пофиг. Почему? Потому что очень многие в Азии убеждены, что есть слой населения. Здесь всего много, мы можем их видеть на улицах. Это женщины, в основном, кстати, очень тяжелую работу. Здесь вообще очень много тяжелой работы выполняют женщины. Эхо войны, на самом деле. Ну и вообще, в целом, экономическая ситуация такая. Они делают свою работу, а если люди перестанут мусорить, то не будет у людей работы. То есть, по большому счету, он молодец. Если он больше намусорит, тем лучше он сделает тем людям, у которых не исчезнет их профессиональная деятельность. Так или иначе, мы двигались дальше. Дороги становились все менее людными, природа вокруг нас превращалась в нечто умопомрачительное. И я думал, пик красоты моего путешествия будет на перевале Хайван. Но давно я так сильно не ошибался. Пейзажи тут уже сногсшибательные, ехать неимоверно красиво. Вот горы невысокие, абсолютно невысокие, но вот эти рисовые поля и горы, которые торчат из этих рисовых полей, возникают из ниоткуда. Ты, конечно, когда ты едешь на мотоцикле, перед тобой вот эти горы неимоверной красоты. Это не может не захватывать. Помните, я говорил про свою интерактивную карту Вьетнама? Так вот, также я отметил больше 30 красивых дорог, по которым стоит проехать, и большинство из них не туристические. В видео показать красоты всех тех мест, тех дорог, которые я видел, физически невозможно. И, конечно, много эмоций осталось за кадром, но небольшую их часть вы сейчас видите. В такие моменты я чувствую себя счастливым. Я даже не ожидал, что здесь будет еще столько красоты. Чем дальше я продвигался на север, тем больше красивых видов открывалось предо мной. И тем больше я стал замечать, как вьетнамцы отличаются друг от друга. Вьетнам — это не там страна одной народности. Это страна, где 54 малых этнических группы, ну или вообще в целом этнические группы, из которых одна из них самая большая — это вьеты. Причем они, в целом размазаны по всей стране, их концентрация, естественно, на севере выше, просто потому что вьеты — это и есть северяне. Особенности языка тоже отличаются в зависимости от региона. И на этом мы не будем заострять внимание, но расскажу про сам язык. Практически все слова используют один слог. Например, вьет, нам, ха, ной, ха, лон, ну и так далее. Поэтому главную роль играет не длина слова, а тон гласной буквы. Во вьетнамском 6 тонов. И, допустим, на одну букву А ты можешь ее сказать 6 разными способами. А таких букв 3. И то есть 3 на 6 — это уже 18. Я не люблю караоке, я не умею петь. И для меня это невероятно сложно вот отделить там восходящий тон от бестона или нисходящий тон. И я долгое время показывала головой. Я такая, га. То есть вы понимаете. В этой поездке я в полной мере успел ощутить, что такое езда в дождь. Но у Вьетнама на меня были другие планы. Погода начала портиться, началась морось, и это осложнило наш путь. Ехать в дождь — это, конечно, то еще удовольствие.
Вы только посмотрите на мои ноги. Они мокрые, грязные, в чем-то увазганные. И надеюсь, что дождя не будет на оставшуюся дорогу до Пулонга. Но мои надежды не оправдались. Посмотрите на это темно-синее небо, которое ждало нас впереди. Мы набрались сил перед грядущей поездкой местным Фо и отправились в путь. И как бы я ни надеялся на чудо, дождь пошел, и уже вдвое сильнее. Несмотря на это и на свое удивление, я не переставал наслаждаться красотами вокруг. Даже в дождь пейзажи здесь, конечно, невероятные. Они по-новому и по-другому обретают свои уникальные черты. Сложность езды добавляла отсутствие адекватной видимости. Визор протирает, не видно ничего. Поэтому я подвел итог езды в дождь. Мне, конечно, нравится, но не очень. Сегодня нам нужно было доехать до Пу-Луонга. Это регион на северо-западе Вьетнама. О нем расскажу позже, потому что меня прервала огромная толпа людей на дороге. Здесь, если, не дай бог, что-то случается, там просто консилиум, там огромная толпа на дороге, и все смотрят. Машина перевернулась в рисовое поле, лежала на крыше, и там вдоль дороги, человек 100, чтобы не соврать, но может даже больше. Поэтому я решил узнать у зевак, что же случилось. Они выбирают спокойную жизнь. Большее количество времени не происходит ничего. Поэтому любое событие, любая вещь, это очень интересно, и они будут на это смотреть. Я спрашиваю, что если стоите? Они говорят, мы не знаем. Мы не знаем. Все стоят, мы стоим. До места назначения оставалось еще пара часов езды. Однако случилось то, чего вот я вообще не хотел. Я где-то умудрился проколоть колесо. Благо у нас был насос, и этого хватило, чтобы доехать до нашего отеля. Следующий день начался с ремонта моего мотоцикла. И пока вьетнамский умелец делает свое дело, расскажу про место, куда мы приехали. Пу-Луонг. Это живописный горный район Вьетнама. Не назвал бы его туристическим, хотя туристы тут есть и преимущественно европейские. У меня был выбор ехать в Нинь-Бинь или в Пу-Луонг, и я выбрал именно это место за его уединенность. Если ты не был в Сапа, езжай в Пулонг, потому что это ближе, это интереснее, это доступнее, но просто там чуть-чуть не те виды, но тоже красивые, и немножко не те люди. То есть эти люди все-таки они ближе такие, ближе к Ханою, немножко другие. Объясню почему, чтобы не заостряю внимание на Сапа, но тем не менее, в Сапа просто не в Сапа, а вообще в горной цепи около Лаоса и около Китая живет огромное количество особых маленьких этнических групп. И это капец как интересно. Это тоже лоскутное одеяло в плане, насколько они разные, как они одеваются, как они проводят Новый год, как они живут, как они разговаривают. Это отдельная тема, что они едят там и как они вообще справляются. Это там очень интересно. Вот. А Пулонг это такой же вариант, но только без колорита вот этих национальных меньшинств. Здесь есть несколько знаковых мест, которые помогут мне раскрыть красоту этого региона. Одно из таких — бамбуковые водяные колеса, которые поднимают воду и орошают рисовые поля. На протяжении веков эта технология давала жизнь террасным полям, а сейчас является еще и самобытным культурным достоянием региона. Не знаю, насколько эффективны эти водяные колеса, но выглядит безумно потрясающе. Вообще заниматься исследованием этого места — сплошное удовольствие. Здесь будто бы жизнь и быт человека гармонично вписаны в природу, без нарушения границ. Пулонг расположен вдоль двух параллельных горных хребтов, и на их склонах раскинулись рисовые террасы, пещеры, водопады, гулять вдоль которых и наслаждаться окружающей тебя флорой и фауной приятно. Они действительно максимально расслабленные люди. То есть мы прям, чаще всего это вот что-то сгусток какой-то нервов, либо чего-то такого напряжения, готовности ко всему. У нас жизнь такая была. А у них наоборот максимально. Они даже работают, я считаю, что они работают в промежутках между тем, как они отдыхают. Они наоборот, это мы вот приезжаем в такие места, чтобы отдохнуть. Странный для меня момент, что они не могут сказать «нет». И, например, меня не очень любили в офисе, потому что я ходила и такая: вы сможете это сделать? Да. Когда? И они такие: а чего ты нас пушишь-то?
А у меня просто запрос: скажите мне дедлайн, и мы сможем нормально работать. А для них это стресс, для них я невоспитанная. И если они не хотят делать, они не скажут нет. Они скажут окей, но не сделают. Для нашей группы я нашел небольшое развлечение, на которое вот точно нельзя сказать нет. Плавучий мост. Это шум, конечно. Ой, тут аккуратно надо. Тут листы прям могут впиться в колеса, будто так. Ну, звук такой себе. Друзья, Пулонг, правда, прекрасен. Я долго могу показывать вам атмосферные кадры с красивой музыкой. И все же покажу еще парочку. С таким видом мы отведали вкусный ужин. Основной рацион – завтракаем снаружи. Вьетнамцы завтракают обычно снаружи. Они выходят, покупают каши. Баньзо – это рисовый пирожок, такой желеобразный, а внутри мясо с грибами. Баньбао – это паровой пирожок, мясо с грибами. И вот что-то такое – сой, клейкий рис. Обедают, если ты офисный сотрудник, ты либо приносишь с собой, либо вот выходишь снаружи где-то поесть, фобо. Бунча – это вот спешлти ханоя, лапша с котлетками на гриле. Ком – это рис со всяким. То есть там кафешки, где рис с курицей, рис с мясом, все что угодно. А вот ужинать обычно принято дома. То есть ужин ты проводишь с семьей. Это рис, какое-то мясо, много овощей и в конце обязательно бульончик, чтобы все это дело запить. А потом идешь есть фрукты. Вьетнамская еда. Тут нужен целый отдельный выпуск, чтобы рассказать о ней. Мы обойдемся перечислением того, что было бы интересно попробовать, помимо всеми известного фо. Я могу тебе просто списком накидать. Давай мой топ-5. Устроит тебя? Давай, Давай. Бансео, баньми, миуанг, буньбо. Что я забыл? Калок. Калок — это разновидность рыбы. То есть ее могут подавать с рисом, ее могут подавать с супом, с лапшой, с чем угодно. Вот суп с калок — это просто вообще. Давай вот это 6-м пунктом добавим. Вьетнамский зеленый чай, разбавленный с водичкой — это моя любовь. Его наливают почти везде бесплатно. Если в каком-то месте тебе хотят продать его за деньги, беги оттуда. Кухня — это что-то тоже отдельное. То есть я продолжаю исследовать кухню. Постепенно у меня просто есть жена, она меня все время кормит, и, короче, нельзя не есть, а то она расстроится. А теперь взглянем на карту. Пулонг находится недалеко от Ханоя. И я думал завершать свое путешествие и двигаться к конечной точке, к столице. Однако, зная, что север визуально намного красивее юга, я решил взглянуть хотя бы на небольшую частичку этой северной части Вьетнама. Юг, голубая вода, скалы, каменные пляжи. Я люблю каменные пляжи. Север — это горы, это реки, это водопады. Часто холодно, часто ты не можешь в этом купаться, но оно выглядит просто невероятно красиво. Оно вот про вот этот масштаб, который захватывает дух. Чтобы посмотреть все красоты севера Вьетнама, нужно закладывать как минимум 2 недели, а то и больше. Это вообще отдельная история. Север кардинально отличается от южной части страны. Все, что касается севера, это
консервативный север с традициями, с скрепами, с духовными, религиозными практиками и устоями, с социалистической вот этой вот прокачкой и укладом жизни. Поэтому они более консервативные, они больше вот туда в историю, больше к чему-то такому сохранению старых идеалов. И если вы хотите, чтобы я отправился и раскрыл тему северной части страны, напишите в комментарии. Ведь именно ваша активность поможет мне понять, что вы действительно оценили мой фильм. А мы едем на север, в регион Мокчау. Spread like me. I'd rather it when you walk to me. A thousand suns will wake you from your sleep. All the money, all the things you can't take. Can't take them with you. Where you going? Еще тогда, когда я впервые посмотрел этот вьетнамский выпуск Top Gear, я загорелся точно такой же целью проехать весь Вьетнам на мотоцикле. Да, технически я проехал не весь Вьетнам, и здесь еще целый север как минимум не исследован. И вот сейчас я еду ранним утром, наслаждаясь темными горами, кутанные облаками. Светлые, белые, дымчатые облака, которые едва-едва дают увидеть землю внизу. Ты на этих горных дорожках, среди горных деревень наблюдаешь раннюю утреннюю жизнь. И это разве не может быть не прекрасным? Это до мурашек. Я не знаю, друзья, я сейчас расплачусь, если честно, потому что я не знаю, у меня не хватает слов, чтобы объяснить здесь все это. Там есть леса, которые идут вверх по горе, сосновые. У меня слезы сейчас прям хотят, насколько это красиво. И ты можешь ехать по дороге наверх, и в какой-то момент мы едем с моими друзьями, останавливаемся, поворачиваем голову налево, и на противоположной горе там вот такой вот типа хребет, опушка, и на этой опушке дикие лошади пасутся, и закат. Это просто, это настолько невероятно. Север Вьетнама заметно и значительно отличается от основной его части. Это проявляется во всем. Северяне — это исконные вьеты, самые непокорные отморозки. При том, что я говорил, что они воспитанные, правда, воспитанные, в смысле, как они ведут себя, как они разговаривают, какие у них там мировоззрения, но в плане того, как они себя ведут на улицах. Здесь есть выражение «чечоу». Это называется «молодой бычок». Это как раз-таки вот описывает пацанчиков таких, понял, да, каких я. И вот они в основном с какими-то начесами, там, может, татуировки, гоняют на байках вот так вот. И вот они могут, да, там, покричать что-то типа «hello, hello». Если ты им ответишь, они испугаются, скорее всего. Они не готовы к контакту. И если ты им такой «hello», они такие... Я видел, как в городах вьетнамцы за рулем своих байков залипают в телефоны, но они это делают везде. Посмотрите на этого мужчину. Азиаты — невероятные потребители, я имею в виду, что они для экономики просто самые великолепные создания. Они очень много потребляют контента, вот все, что касается ТикТока, коротких роликов, это все залипают в мире, но эти просто психи какие-то сумасшедшие. You know, tung sahur, you know? Yes. Yes, балерина капучино. Yes. Что это такое было сейчас? Это Brain Rot. Это популярные видосы в ТикТоке. Это вам лучше не знать про это. Не надо, не гуглите. У меня есть много друзей-вьетнамцев, которые ведут ТикТоки своим детям уже. То есть они их ставят как главным персонажем, начинают их снимать, заставлять говорить там на английском, на вьетнамском, на каком им надо. И знаешь, в чем главный секрет? Деньги. Если
ты занимаешься ТикТоком, все понимают, что это много денег во Вьетнаме. У меня нет ТикТока, однако помочь моему проекту по созданию таких фильмов вы можете. Много времени, сил и любви вложено в этот фильм. Да и в остальные мои другие фильмы, которые также доступны для просмотра на моем канале. Ссылки в описании к видео. Спасибо. Тем временем я близился к последней точке своего путешествия, к чуду инженерной мысли, самому длинному стеклянному мосту в мире. У меня нет страха высоты, но ощущение, что еще мост так чуть подкачивается, ощущение, что вдруг что-то случится, потому вот это прозрачное вот у пола, оно вот тут щекочет так слегка. Мне нравится. А еще, знаешь, что мне нравится? Нету туристов. Возможно, из-за погоды, возможно, из-за месяца. Если вы знаете, какой туристический месяц на севере Вьетнама, можете написать в комментарии. Но на данный момент от моего посещения 2,5 человека. А, еще забыл сказать. Виды, вот этот вот мост с высоты птичьего полета, он просто выглядит сногсшибательно. Потрясающе. Мне очень понравился. А, кстати, видите, да, как я хожу так немножко опасаясь, да, будто что-то случится. Бах Лонг — это название моста. Подвешен между двумя горами на высоте, внимания, 150 метров. А его длина составляет больше половины километра, 632 метра. И, конечно, я был под впечатлением. Еще раз, пощекотать себе нервишки стоит. Оно вот просто прикольно. Вот смотрите на мое лицо, я думаю, все по эмоциям можете понять. В таких красотах закончился мой последний день исследования Вьетнама. Остался незавершенным лишь Ханой. Столица Вьетнама — это какое-то нечто в хорошем смысле этого слова. Я получал удовольствие от каждой минуты нахождения в этом городе. Если в Хошимине движение, по моему ощущению, будто более организованное, то в Ханое просто полнейший какой-то хаос. Не понимаешь, что происходит. И это касается не просто движения, это, мне кажется, даже касается всей жизни. Ханой нравится вообще не всем. Потому что Ханой грязный, шумный, старый и по списку. Но как бы странным это ни звучало, именно это в нем и манит, влечет. Особенно, конечно, интересно, когда ты въезжаешь в эти вот маленькие переулочки. И я сейчас вижу продуктовую лавку, как мужчину стригут, массаж. Там мужичок, он просто разложил на бордюре визиточки и сел. И то есть к нему приходят, ты садишься вот так на бордюрчик, он сзади встает, там тебе рельсы, шпалы. Это вот нормально. Здесь рыбу разрезают тоже, причем на полу. Здесь разрезают мясо уже не на полу. Кошачьи корма продают, здесь продают животных. Собственно, сразу очень удобно напротив. Здесь вот люди живут, отель. И мимо всего этого происходит вот это вот самое движение. Быть не в восторге я просто не могу. Ну посмотри, вот эти вот все маленькие домики, озеро. Люди здесь как будто более живые, и они интересуются тобой. И вот ты просто по соседям, ходишь по соседям. Вот, кастрюли продают, еду, кебабы, парковка мотоциклов, мороженое продают, овощи, фрукты, фо, печенье, полотенце, вот, пожалуйста. Здесь можно что на веники купить. Вот здесь рыбу бедную бьют просто по башке. Здесь настолько комфортно, и многие люди, кто меня спрашивает, такие, вот почему ты тут остаешься? Я не могу объяснить, мне вот комфортно. Сам Ханой — это, так как агломерация выросла, то сам Ханой в разных его частях являлся так или иначе когда-то целым государством, основанным здесь, там, до нашей эры, да, там, в 3 веке, и либо после, либо там, в 500-х годах, еще как-то. Да. То есть мне архитектура очень нравится, я, конечно, не в смысле с точки зрения архитектора, а в целом созерцать, я про это. Ханой — это один из тех городов, которые запоминаются на всю жизнь. Он влюбляет в себя с первого взгляда, либо наоборот отталкивает.
Он живой, необычный, шумный, хаотичный, и всех слов мне не хватит, чтобы описать его атмосферу. Я даже не понимаю, как мне все вам это подснять и показать, даже здесь столько всего происходит. Нравится ли мне это? Да. Стал бы ли я здесь жить надолго? Ну, что-то как-то не хочется. Как вот опыт получить, наверное, прикольно. Куда поворачивать? Зачем? Вот просто можно ехать, вот просто вперед, и неважно, правила, не правила, просто едешь. Ну, как будто знаков даже нету. И в этом-то и есть весь прикол, ты просто чувствуешь себя, не знаю, хорошо. А ехал я выпить чашечку кофе с яйцом и сдавать мотоцикл. У них культура кофе, у них в основном робуста, то есть он очень жесткий, очень крепкий, и у них специальный способ обжарки, из-за этого у тебя вот такой вот тремор. Вьетнамский кофе, он гораздо крепче, и это большая ошибка, если бахнуть там 2 чашечки в день, все, до свидания. И на самом деле кофе с яйцом, он крепкий, потому что он безо льда. Вот почему они добавляют лед. Он тает и разбавляет вот эту вот крепость кофе. Кофе с яйцом – это ханойский спешлти, он пришел благодаря французам. Там взбивают пенку из яйца, внизу такой стопочка крепкого кофе и наверху пенка. Ты все это перемешиваешь, похоже на гоголь-моголь. Вот. Очень вкусная штука, очень сладкая, единственное что, и очень крепкая. То есть байк сдаешь, пьешь кофе. И есть еще кафе Муй, если будет возможность, попробуй, пишется M-U-O-I. Это кофе с соленым кремом. Это просто вообще бомба. Я кофе не пью, но вот это, если где-нибудь найдешь, где делают горячий, безо льда, вообще, это редко безо льда они его делают, но это очень вкусно. Время моего путешествия подходит к концу. Осталось рассказать парочку интересных моментов, подвести итоги и сказать заключительные слова. И вот вам ответ на мой вопрос Семену. Что он видел необычного во Вьетнаме? 2 вьетнамца едут на мотоцикле с полностью спущенными колесами. Один вьетнамец сидит буквально на сфинктере, на скутере, потому что места больше нигде нет. Второй вьетнамец везет его, а сзади у них привязана корова на резинке. За время нашего пути мы видели плюс-минус вот то, о чем рассказал Семен. Но подснять такое не всегда удавалось. Но зато удалось подснять трубку мира. У них такая трубка, очень большая, она опускается в ведро, и они туда забивают табак, поджигают и с таким свистом типа ее выкуривают. Вот сейчас мы слышим свист, это кто-то покурил трубу и продувает ее. Короче, бамбуковая труба — это трубка мира, короче. Курить бамбук — это про Вьетнам. И табак в такой концентрации, что какие-то люди, они просто вот так вот сползают по стулу и какое-то время вот в этом состоянии находятся. Друзья, я проехал больше 2000 километров на мотоцикле без какой-либо подготовки. Я держу в руках даже не мотоциклетные перчатки, а обычные зимние, в которых я проехал весь Вьетнам. У меня нету мотоциклетной экипировки. Весь шлем в поездке я фактически держал открытым, на что мои спутники негодовали. То есть уровень моей подготовки был минимален. Это не значит, конечно, что я не умел ездить или не знал правила дорожного движения, хотя здесь особо и не нужно знать правила. Ведь я был сначала в ужасе, а потом в восторге от здешнего трафика. Но если мне понравилось, то это не значит, что может понравиться и вам. Я не хотел бы ездить по Вьетнаму. На мотоцикле. На чем угодно. Если я окажусь в Вьетнаме в следующий раз, это будет одна точка, я вокруг нее буду куда-то отъезжать, но стараюсь избегать населенных пунктов. Поэтому подходите к исследованию Вьетнама, так как и к любой другой стране, правильно. Все свои эмоции и мысли уложить просто нереально, потому что было как и тяжело, трудно, холодно, промокли под дождем. Все это было, но с тем же самым видели столько красивого, столько невероятного, эмоций людей, улыбки, когда тебе ребенок дает пятюню, когда ты едешь на мотоцикле через очередное какое-то местное село. В деревнях такое ощущение, что ты там просто суперзвезда, проезжающая мимо, потому что все дети тебя приветствуют, машут тебе рукой, подставляют пятюню, чтобы ты, проезжая мимо, значит, пятюню дал. Некоторые фотографируются с тобой или там подглядывают из-под тишка, там из-за забора. Вьетнам сильно отличается от российского менталитета. Вы откроете себя с другой стороны. Потому что здесь ты сталкиваешься с такими ситуациями, с которыми ты не сталкиваешься ни в России, ни в Европе. Начиная от дорожного движения, когда тебе навстречу по встречке едет машина и еще сигналит тебе, и ты такой:
Ладно, я отойду. Заканчивая просто дружелюбием людей, которые, не зная тебя, посадят, напоят чаем зеленым, конфеты там выдадут, все расспросят у тебя, детей, сыновей там покажут всех, еще и сватать будут пытаться. И то есть это вот настолько страна контрастов, которая пересекается иногда со скучной бюрократией, параллельно с этим просто с живым хаосом, что это новые эмоции. Чтобы почувствовать жизнь, вам надо посетить Вьетнам. К сожалению, через какое-то время эти люди станут другими, они станут чуть более высокомерными, и тебе будет сложнее сюда попасть. Нужно застать Вьетнам таким, какой он был все это время. А это время уходит. Всю эту запись ветер дует мне в спину, и я устал делать вот так. Если вам понравилось видео, я буду благодарен вашему лайку, вашему комментарию. Это очень помогает развиваться мне и продолжать делать то, что я, собственно, и делаю. Всем хорошего дня, подписывайтесь, ставьте лайки. Но ветер, правда, как-то вот неудачно я камеру поставил. Путешествуйте чаще.